88 год, что у нас получается? Рейкьявик, вот этот бесконечный турнир. И тоже начинается все там как-то наперекосяк. Ну, не то, что там идет такая игра, не лучшим образом играю. Ну, там что-то выигрываю. Я имел там что-то +2, что ли, или +3 после 6 туров. И потом вот я проиграл партию Соколовым. По-моему, начинаются, кстати, вот уже такие зевки. Я вдруг получу черными в Шеренгене, там, он там, как всегда, пешки начал двигаться, там, в нормальном Шеренгене, там, по аналогии с 24-й партией. Но меня это вообще не пугало никогда. Уже лучшая позиция. На ровном месте я там просто зеваю. При том, что позиция была настолько сильная, что даже там после зевка ферзя, ну, там, за ладью, я все равно ничего еще сделал. Да, но проиграл партию. А что значит начались зевки? Ну, вот это... Они не сильно потом как-то до определенного момента мучили вас? Ну, зевки. Ну, уже вот начинаются. Вот, потом там зевок будет, там, в матче с Карповым, там, в 7-й партии уже безумные, там, ферзь за 5, конь d5, элементарная вещь. У каждого есть свои проблемы. Вот. В принципе, там, у того же Магнуса тоже сейчас видно, что, ну, бывает. Мне кажется, у вас же стиль игры был такой, но он подразумевал где-то много счета, много тактики. Вот на ровном месте, именно, да, тактики. Но вдруг тут зевок. То есть, вот происходит. Магнус тоже регулярно зевает, да. Все регулярно. Все мы люди, все мы человеки. Это игра, да. Да, это игра. Вот. Но очень расстроился, и тоже ситуация там критическая. Но турнир был такой, очень был вязкий. Ну, там Таль какое-то время лидировал, Белявский. Причем у меня и с Талем, и Белявским были шансы хорошего выиграть белыми. Очень были неплохие партии. В итоге, что там у меня получается, буквально за 4 тура до финиша у меня, по-моему, чуть ли не +2 было вообще. Какой-то результат какой-то совершенно жуткий вообще. Бесконечно. Столько времени играем, а очков нет, да, +2. Там, да, турнир длился 28 дней. Ну да. Представить себе. Невозможно, да. Потому что тогда еще Исландия не сделала этого рывка экономического. Вот тогда, поэтому там, скажем, меню было достаточно ограничено. Обычно была какая-то разные виды селедки, были баранины. С Артуром ходили, там холодно было, там какие-то там, продувалось, ветра были, вот мне такие остались воспоминания. Мы там пытались гулять как-то там. Мы там жили еще в гостинице, она была там, продуваемом месте, потом ходили в город, где был более закрытый, но все равно одно и то же, да. Ну, вначале, хорошо, что мы там с ним вначале сыграли, по-моему, чуть ли не в первом туре мы с ним ничего сделали. Ну, и дальше дальше можно общаться. Да, было спокойно общаться. И остается финиш. Финиш, у меня Тима был, вот у меня, партия с Тимоном, с Саксом и с Эльвестом. И в последнем туре с Николичем. Впереди, мне кажется, Белявский был впереди. А Белявский был впереди. Я у него не выиграл. Опять давил там какой-то там муторной испанской, там, с взятием на c6 какой-то такой поздним. Вот. Но, в общем, не выиграл партию. Близко было тоже. Тут Таля хорошую партию. Там была очень интересная партия с Талем. Очень. Необычный пешный эшпиль получился. Там потом мы долго анализировали. Тогда. Машин компьютера еще не было, но смотрели, там, где выпустил выигрыш или нет. Партия интересна с Тимоном самая. С партией с Тимоном, потому что ситуация критическая. Надо выигрывать. Всего ничего, да. Так, про Тимон тоже. Вы за Тимона. Черными. Да, я за Тимона. Е4, D6. Тимон тоже собирался с выигрыш. Видно, что я играю плохо. F3 пошел Тимон. Да, слон Е3, значит. Я разные системы. Против Земиша я играл все, что угодно. И конь c6, когда был моложе, и даже конь d7 играл, c6 играл, здесь e5 играл. Вот кроме c5, пожалуй. Все играл. Но e5 я играл тогда, значит, уже, начал тогда я к этому ходу склоняться. Вот у меня пошли e5, d5, c6. Вот. Там ферзь d2, там Георгий на Олимпиаде потом сыграет. Вот. Значит, ему пошел слон d3, как главный ход. И здесь, значит, какой-то вообще. Да. И я b5 пошел, да. Значит. Так, интересная игра, так нравилась. Да, Тимон пошел cb здесь. Да. Тогда довольно все это свежее было. И поэтому, значит, cb, я пошел cd, пошел ед. Вот. И я тут что-то начал смотреть на доску, что-то мне все не нравится. Как-то просто пешку забрал. Понятно, может быть, я мог на d5 ее забирать, хотя тоже непонятно, там он защитит ее. Какая-то позиция, в общем. Надо тут кардинально решать проблему.
Вот, значит, пока у нас какое-то время есть, белые, чуть-чуть белые задержались с развитием, но, правда, у нас тоже там все стоит в углу. Вот и так рождается ход Е4. Е5, Е4. Еще пешку. Под все удары. Ну, в конце концов, что живем одного. Да. Да. Не понравился Тимону этот ход. Не понравился Тимону ход. Значит, он побил конем здесь. Да. Видимо, правильный ход. Потому что Фе, там конь G4 начинается сразу. Прыжки начинаются, да. Вот. А конь Е4, я пошел конь d5. Пошел слон G5. И я пошел ферзь за 5 шах. Ну, кстати, потом я с Гулькой ферзь b6 сыграл. Кстати, проиграл партию через год. Вот. Ну, ферзь b6, по-моему, даже лучший ход. У черных нормальная позиция должна была быть. Ферзь за 5 тоже, наверное, нормально. Вот. Ферзь d2 он пошел здесь. Я побил на d2, значит. Слон d2. Слон b2. Да, слон b2, ладья b1. Слон G7. Слон G7. Конь d6, да? Конь Е2. А конь Е2 пошел. Конь Е2 пошел, я пошел конь d7 здесь. Конь d7. Да, везде очень так, неожиданно такая игра. Конь d7, конь d6, да? Да. Конь c5. Слон c4. Слон С2 он сыграл. Слон c2. Вот, да, такая получилась забавная позиция. Ну, слон c4, конь b6, да? Да. Слон c2. Тут такая интересная позиция, потому что вроде бы белых пешка лишняя, так, но с другой стороны, как-то черные фигуры лучше ситуацию контролируют. Потому что слон c4, конь b6, уже этот слон начинает попадаться здесь. Слон c2, такая смешная позиция, такая, слоны против этих коней. Слон e6. Рокировка там, наверное, да? Конь Е4 он сыграл. Назад сразу. Конь Е4. И я пошел здесь ладья С8. Ладья С8. У белых пешка, но на самом деле у черных проблем нет. Он бьет на цепи, да, здесь? Он сделал рокировку. Или рокировку сделал, да. Не очень хороший ход. Да. Я уже не помню, какой правильный ход здесь был. Вот. Ну, белым на самом деле здесь аккуратно. Король F2 будет в книге предлагать. На самом деле надо аккуратно играть. Значит, рокировка, я, по-моему, побил на Е4. Да. Конь Е4, слон Е4 и ушел конем, помню. И F5. Да, пошел F5, вот, F5. Да, слон D3. И неожиданно конь B6, да, здесь? Вот. И выясняется, что, конечно, пешка-то у белых лишняя, только все начинает вести. А фигура Ну, во-первых, плохо стоит, да, очень? фигура очень плохо стоит. Проблема с слоном серьезная возникает. И тут слоны по удару попали. Ну, не говоря о том, что пешка здесь висит уже. Вот. И Тимон очень быстро развалился здесь. Что он здесь Конь С1 он пошел. Да, ну, значит, дело в том, что конь F4 просто, ну, во-первых, пешка как могут забрать. Во-вторых, могут просто пока туда уйти, потому что он будет G5, ладья D8 грозить угрозу. Вот это все равно вот это... Ну, после хода конь С1 уже понятно, что здесь, я думаю, что он много времени уже тратил здесь. Тут черный... Ну, все здесь как бы... Ну, да. Дальше уже все это... Причем все мгновенно разваливается. Да. Вот. Значит, что там, я уже не помню, что он делал. Слон G5, что ли, ходил здесь, наверное? Да, слон G5. Ладья D7, да, просто? Ладья D7, да. Да, так не имеет значения. Тут, на самом деле, с ходами проблемы. Ладья Е1. Где Е1? Король F7 вроде логично. Да, естественно. Слон. Слон Е2. Слон Е2. Белым надо ходить. H6. H6. Значит, выясним, куда тут слон пойдет. Слон H4, конь D5. Да, еще. Ох, какое поле здесь. Обнаружилось, какое красивое поле неожиданно. Для коня, да. Да. Вот. Ну и слон D1 уже это... Ну, он вот пытался что-то сделать. Да, слон делал. D1. Конь C3, да. Слон Е4. Слон D4 шах. Шах, король H1. Слон F2. Да, взял конь C3. Взял конь С3, да. Взял конь C3. Но слон B3 взял конь D1 шах, да? Взял на B3, ладья конь D1 шах, и дальше он еще там пытался там что-то делать, изображать ему, ну, в общем, это... Да. Процесс там. Красиво. Да, так очень переиграл. Да, так очень красиво было. Вот. Потом тяжелая какая-то партия была с Саксом. Очень опасно стоял, но в итоге выиграл. Потом в предпоследнем туре с Эльвистом играл. Красивая миниатюра. С4. С4, да, С4. Я подумал, значит, я как сторондийский, я думаю, сыграю Е5. Не, вот конь F6. Или конь F6, да, конь F6, С3, Е5. Конь F3, конь С6, значит. Ну, я тут решил сыграть понадежнее. Е3 пошел. Слон b4, ферзь c2. Ну, тут слон c3, наверное, как бы самое сильное, чтобы не давать конь d5. Но я пошел рокировку сделал. Думаю, пусть пойдет конь d5. Потому что ладья e8, ферзь f5 надо ходить. Вот. Ну, там тоже острые позиции. Но он явно был настроен так на надежную позицию, поэтому не хотел так переходить демаркационную линию. Значит, поэтому пошел d3. d3 пошел здесь. Вот. Ладья e8. Слон e2, да? Слон D2. Слон d2. d5.
Слон d2, слон c3. А, нет, слон c3, значит, слон c3. Слон c3, d5. 5 d5, да. Ну, тут надо энергично играть. cd, конь cd, d5. конь d5. Ну, у белых нормальная позиция. Если как бы цвет поменять, то Да. видно, что у белых хорошо. Но, с другой стороны, мы же черными играем. Комфортабельно. Слон e2. Слон e2. Слон 2. Да, и тут я слон f5 ход сделал такой. Ход явно тут его смутил, потому что где-то конь b4 грозит, пешка висит. Ну, ничего страшного, конечно, нет у белых. Тут, я думаю, сделал какой-нибудь крепкий ход здесь, Ян. Вот. Сыграл ладья d1 спокойно. Ну да, типа так надо было пойти. Нет, так он пошел. Нет. Надо было e4 пойти. А ну e4 заставить конь c3 пойти мне. Да, просто Да. конь c3 bc, ну, там была бы там равная позиция была. Ну да, ну пока сделал такой ход. Да, и вот здесь я... Здесь вы Не, пока... оно пока просто опять. Опять. Значит, я сыграл опять. Сделал рокировку. Да, ферзь c7. Здесь 7. Здесь А3 он сыграл. А3. Пока все. А4, вот зачем. Ну, чтобы тут как бы зафиксировать. Теперь зафиксировали. Слон e1. И вот тут начинает здесь перегруппировка. Слон e1, сейчас тут пойти потом конь d2, конь e4, тут уже начинает готовить все это окучивать. Может, если белые все переведутся как нормально, то у них будет шикарная позиция, просто лучше будет, потому что надо черным как-то активно. Ну, кроме того, e4 грозит уже. Надо активно. Да, слон g6 пошли. Конь d2. Он ферзь c4 пошел. Конь d2, наверное, конь f4 есть ход. Вот. Конь d2, теперь есть ход конь f4. Пока не получается сразу. Е в конь d4. Сейчас вспоминаю. Вот. А ферзь c4. Конь d2. Так он окон. Нет, ферзь c4. Ферзь c4 наш ход. Ладья e8. Вот здесь уходит конь d2. Да, ну и тут. Вот. И тут... Начинается праздник. Да, конь d4. Конь d4. Да, вот тут... Я помню, что я как-то играл, но для меня немножко такая нетипичная позиция. Я слона отдал, тут нет, я агитировал слона. Но была динамика. И здесь на секунду я расслабился, да. Тут сразу прыжок, конь d4. Еды, конь f4. Да. Приятно так фигуру отдавать. Раз. Слон f3, ладья d4. Ладья d4. Все вошло в игру. Все наши пошли здесь. Ну, ферзь b5. Ферзь b5 он пошел, да? Да. Ферзь b5, слон d3. Пока c6. Пока c6, да, еще мы сейчас можем. Тут уже что-то он слон c6 сыграл, видимо, уже тут никак не... Ну, так иначе. Тут на самом деле все же парализовано. Ферзь b6, слон d3. Тут еще... Брать же не обязан никто. Это все же не ходит, на самом деле. Ферзь b6 просто можно, наверное, так. Просто забирать ферзя еще лучше, да. Там, на самом деле, проблем даже больше, чем я предполагал, да. Поэтому он Я пытаюсь понять здесь. Но здесь, в принципе, куда-то уходить тоже. Просто слон d3, тут паралич полный. Так. Ну да, это уже что? Это уже ладья. Хороший ход, ферзь d8. Отличный ход. Ферзь d8. Защищаем, готовим. Да. Отлично. Четко все. Ферзь d8. Координация. Конь f3. Конь f3, ладья d6, да? Да. Ладья d6, и дальше слон d3. Ферзь куда у него пошел? Ладья d6, ферзь b5. Ферзь b5. Ладья d5. Ладья d5, значит, для начала, чтобы не волновалась публика. Да, ферзь b4, e4. Хороший. Даже можно e4 пойти. Да. Ну, наверное, можно. Здесь слон d3, может быть, тоже, наверное, выиграл слон d3. Но e4. Да, наверняка. e4 жестче, да. Тут он уже, видимо, в цветноте, наверное, диком был. Сыграл слон c3. Просто фигура одна. А что ходить? Куда коню ходить? Куда ходить коню здесь? Предлагается конь d2. Конь d2, конь d3, наверное, там. Конь d2, ферзь h4. Еще можно ферзем бросить туда. Да, ладья d2, конь d3. Короче говоря, тут все. Я смотрю, действительно, как я красиво, потому что там на коне e4, конь e2, ферзь h2, ладья h5 мат. На всякий случай, да. И перед последним туром у нас с Белявским поровну очков. Я его догнал. Я играю белыми с Николичем. У меня, правда, ничего не получилось. Но Белявский там тоже уже выдохся, и он проиграл Спасскому. Потому что я неожиданно турнир выиграл. Играл плохо, там набрал плюс 5. Причем там 17 туров. Потому что там играл Петрусов еще.
Да, Вот, поэтому там было 18 человек. 17 было, по-моему. Было 17 человек, значит, 16 туров, правильно. 17 человек было, правильно, да. Но лишний игрок был. Ну, соответственно, было 17 туров. 18 человек. А Петерсон играл вне зачета. Вне зачета. Это, наверное, местный, да? Да. 18, потому что было 17 туров. Точно помню. Да, 17 туров, 17, да. Я там и набрал, учитывая такой разномастный состав, для себя немного очков. Плюс 5. Ну, хватило для первого места, и уже как бы я хорошую позицию себе стартовую обеспечил на следующий год. А потом, после этого турнира, я поехал это было в Кёльне. Там предложили сыграть с Гортом. Там матчи буквально там 3 партии должны были сыграть. И 4 по матчу. Это в Рапид. Ну, это не Рапид, такая была, по-моему, часовая, что ли, партия. И там в случае победы там мне приз был Мерседес 300. По тем временам самый как бы там простой, но тем не менее там. И его перегнали в Баку. Я был первым Мерседес в Баку. Просто вот по крайней мере, законно приобретенный. Потом его, после уже, когда мы из Баку будем бежать, его перегонят в Москву. А в 92 году за сеанс сборной Германии там будет БМВ. Не, ну вообще так я смотрю, солидные призовые. Сейчас вот он кому я был заплатит? чемпион мира тогда все-таки. Ну, все равно. Да. Это был матч, по-моему, 3 партии сыграли, потому что я выиграл. 3 партии. Я первую выиграл черными у него в какой-то такой медленной староиндийской какой-то. Это D4, конь в 6, конь в 3 6. Что-то он играл. Конь в 3, D5, слон в 4. А он тогда как раз был на взлете, да? Он же не забывай, что его взлет это 70-е годы. Я только книгу его знаю. Вот, очень Он же играл тогда на 4-й доске сборной мира в 70-м году. Ну да, то есть... На 4-й играл, да. И он выиграл у Лугаевского выиграл. +1, да. Тогда же на первых 4 досках сборная СССР проиграла там что-то -5 примерно. Так, да. Выиграла хвостом. Вот. Кстати, в 84-м на матче века, когда, второй матч века мы играли в Лондоне, Карпов играл на первой доске, я на второй. Вот, этот момент как-то проскочили там. Вот, значит, кстати. Да. Причем интересно, что сборная мира тогда, если вспоминать этот матч второй, они провели хитрую замену, потому что должен был Тимур играть на первой доске, а Андерсон на второй. Но так как на второй я играл, со мной Андерсон совсем все плохо было. Они решили, значит, переделать. Тимон играл со мной неплохо тогда, когда со мной были результаты хорошие. Вот, он выиграл меня в 81 году, то есть партию. А они поставили Ульфа на первую, чтобы он там удержал доску, а Тимона на вторую. Вот. Там особого эффекта не было. Там Карпов одну партию Ульфа как-то выиграл, там затяжную, а я выиграл у Тимона тоже. Значит, да, я выиграл Горта первого, да, вторая была ничья, и третью я в защите Тараша выиграл у него. Он еще старался, там играл агрессивно, так, видимо. Задание было, чтобы все-таки... Удержать. Да. Мерседес на родине. Да, но ничего не вышло. Это 88 год, и вот там год кончается. Нет, пардон, Олимпиада. У нас там состав был уже такой модернизированный. Я на первой доске, Карпов на второй, естественно, на третьей. Юсупов на третьей, естественно, на 4-й Белявский. А дальше Эльвис, я не знаю, в каком порядке, Эльвис Иванчук. Да, вот, наверное, в таком, потому что Вася там еще только подымался. Но, на самом деле, команда там просто убийственная, если так посмотреть. Там. Вот. И Олимпиада кончилась там в одну калитку. Я набрал там 8,5 из 10. 3 ничьи сделал, плюс 7 набрал. Все хорошо сыграли. Карпов 8 из 10 набрал. Да. Там все набирали много очков. Там хорошо игралось. Вот на Олимпиаде игралось хорошо. Она была в Салониках. Борьбы никакой не было. Разрывали там все матчи. Начал я с выигрыша у Торре, а потом Георгиев выиграл. Шорт очень быстро выиграл. Там миниатюру в ферзевом гамбите. Там были какие-то там такие запоминающиеся партии. У Кампора выиграл я партию. Я не могу сказать, что там какие-то были сверхвыдающиеся события, которые требуют воспоминаний. Должен был проиграть я Хансону, имел совершенно проигранную позицию. Но как-то чудом удержался. Даже не помню, как там, совершенно проигранный матч. Год закончился. Триумфально закончился год. Рейтинг там уже подбирается за 27-50. И 89-й год, второй год Кубка мира. К этому моменту, значит, что получалось? Идет отбор. Идет отбор. Да. Там отбор был, был предварительный этап был, а потом
потом подключился Карпов. 7 человек отобралось, потом четвертьфиналы. Карпов выиграл у Хьяртарсона. Мгм. И полуфинальные пары были... В 89-м. Полуфинальные пары, значит, были, соответственно, Карпов-Юсупов и Тимман с Пилным. Мгм. Ну, в общем, Карпов-Юсупов матч был интересный. Мало кто, кстати, верил, что у Артура вообще какие-то шансы есть. Ну, я смотрел тоже с интересом. Я как-то играть пятый матч с Карповым не хотелось. Не хотят. Честно. Вот чего-то хотелось свежего. Ну, подсознательно вот понимал, что сбежать вряд ли. Скорее всего, придется. Скорее всего, придется. Ну, видно было, все-таки Карпов играл тоже ну, я не то, что там с выдумкой, как бы, Карп так не играет. Ну, просто вот играл основательно. Уже понятно было, что он там нашел какой-то свой там алгоритм игры и по дебютам, и, в общем, по всему складывалось. И в Кубке мира у нас конкуренция шла. Ну, и кроме того, что ему было тогда 89-й год, ему там 38 лет было, между прочим. Да, По тем временам. да. И у меня первый турнир 89-го года. В 89-м первый турнир в Барселоне был. Кубок мира. Кубок мира Барселона. И, как всегда, такой старт, тяжелый старт. Ну, уже так традиция была. Такой тяжелый старт у меня начинается. В первом туре с Рибли была партия. Это было в венском варианте. Вот теоретическая дуэль. И я какую-то подготовил новинку. Но, в общем, оказалось, что в эндшпиле ничего нет у белых. Там острый эндшпиль. А потом я перегнул палку, вообще там проиграл. В цветном Рибли мог просто выиграть партию. Значит, слава богу, удержался. А во втором туре партия с Артуром была. И я очень интересную идею применил. Там вот в старандийской варианте в системе Петросяна. Вот с ранним D5 Артур играл. Я пожертвовал качество, получил очень хорошо играл. Подавляющая позиция просто. Ну, там просто с моим конем на D3 любимым. Очень что-то красиво было. И вдруг просто занесло куда-то вообще. Ужас. Даже не представляю, что там цейтнот заканчивается, там сдаваться. Это единственная партия, которую я Артуру в турнирах проиграл. А в третьем туре с Псерованом партия, там я играл Земиш, получился у нас. И я играл систему ферзь 4 шах, там ферзя, когда черные отдают. Острая позиция была. В общем, мне казалось, у меня сначала лучше, потом еще даже испугался. Хуже. В общем, кончилось ничьей. Первые там 3 тура, 2 белых цвета, там -1. В общем, весь турнир я начинаю догонять. Причем Любович. Самое интересное, что там Вышел Люба. Да, Любович. У него складывалось. Я вот его весь турнир там пытаюсь догонять, но вот в какой-то момент начинается вот серия. Начинается серия очередная, которая там позволяет вырваться. То есть я там как-то я в 4-м туре у Корчнова выиграл. Ну, с Виктором Львовичем у меня всегда все хорошо получалось. Да. Потом начал там потихоньку добирать. Несколько было партий интересных. Ну, 2 самые такие интересные. Это со Спилменом и с Саловым. Со Спилменом партия вот эта она такая получилась красивая. Давайте посмотрим. Интересный шахматист Спилмен. Да, Спилмен, да. Ну, тут сама партия еще необычная. Значит, когда вот озарение бывает такое, у соперника шок наступает, потому что вдруг так неожиданно все так складывается, таких ходов. Значит, я Т4, Д6, он игрался, естественно, там, Е4, Ж6. Спилмен кривой такой С4, всегда, да? С4, слон Ж7, Да. конь С3, Е5. Так, С4, Е5, конь F3, ЕД. Нет, пошел Е5, да. Е5, значит, конь F3, ЕД, конь Д4, слон Ж7, да, конь С3, конь Е7, конь С3, конь С6, слон Е3, конь Е7. Да, конь Е7. Так, вот так, да. Ну, тут... И тут я помню, мы с Никитиным обсуждали, я говорю, слушайте, ну там как-то играть, там эти слон Е2, рокировка, конь С6, там, значит, вот как обычно играется здесь. Потому что основная идея... слон Е2, рокировка, да, вот так, F5. Значит, здесь, ловушка ЕФ, слон бит d4 и конь бит f5. Очень хорошо сразу. Поэтому надо бить на c6 тут, потом, значит, здесь конь c6, ЕФ. Какая-то игра там, в общем, белых немножко лучше. Вот. БЦ брать черным. Белый мог на ферзь на 2 пойти. В общем... Грустно. Интересно. Как-то хотелось чего-то свежего. Я помню, сначала начал думать, я говорю, может быть, G4 пойти, чтобы вообще F5 не ходили черные. Там, значит, там... Я говорю, G4 немножко, это сам все-таки тут уж чересчур все-таки, да. Как эти... Я говорю, там можно H4 пойти. Сейчас суперход. Это двинем, значит. Да. Тимон, то есть Спилмен,
Так, в общем, как бы так не играли, как бы, знаешь, что вообще неправильно. Ну, я думаю, рокировку сюда можно сюда сделать, в конце концов. Хотя в итоге сюда рокировку сделал. Да. 4 на чем пошел. Аж 6. Аж 6. Аж 6, да. Да. Какой-то 6, ну, да. Вот. Я пошел ферзь d2 теперь. Нет, слон Е2. А, нет, слон Е2, слон Е2, слон да. Е2, Слон F5. F5, ЕФ. Еф. Конь Конь F5. F5. Значит, взял на F5 я здесь. Да. Слон F5 и ферзь d2. Да, и ферзь D2. А теперь вопрос, как будем маркировать. Вот. Значит, под прицел взяли пешечку, значит, поэтому, пожалуйста, вот, конь, пошел ферзь d7. Ферзь D7, да. Длинную хочет, да? Хочет длинную. А куда ему еще рокировать-то? Ну, а я в короткую теперь рокировал. Да. Он рокировал длинную. Вот. Ну, и тут он был, в принципе, доволен. Сейчас тут G5 пойдет. Тут уже у меня же король прослаблен уже. Смотрю, позицию. Ну, так одна должна случиться здесь. Вот там как-то, знаешь, случится. Там должно, не может такого уже быть. Значит, ну, слушай. И здесь вот ходы сами ложатся. То есть вот я просто помню, как я... Можно варианты не считать, потому что так должно быть. Вот, знаешь, вот иногда четко в голове все выстраивается. Вот. Ну, как... Естественно, атака, надо двигаться. Ну, выясняется, что, в общем-то, как бы G5, G долго, а то сейчас пойдут D5, конь D5, ферзь A5, там все. Ну, поэтому он забирает. Ну, слоны-то здесь держат все. Я хожу конь B5. Вот. Ну, конь C2. Я пока не вижу, в чем Ну, конечно, тут как проблема. бы, да, ну, ферзь A5, А6 пока, там, конь А7, там все долго. Ну, я здесь сделал ход, которым я сильно гордился, потому что как-то можно взять там пешку, можно напасть, там все. Вот, слон F3 сделать. Да. Человека наступает ступор. Ну, Просто. Ну, вообще, знаешь, такого. У меня тоже ступор наступает, да. Слон F3 просто ход белый делают. И выясняется, сейчас там горе, там на коне 1 там будет конь А7, по-моему, слон Б7, по-моему, там уже. Да, на коне 1. Что там, или... Можно и слона 1 сыграть. Да, Ну, неважно, конь А7, да. да, конь А7, слон, конь... Ладья Б1 там какие-то. Не, на слона 1. На слона 1, да. И на слона 1, по-моему, конь А7 и ладья Б1, да? Да. На слон 7, конь А7, ладья Б1. Да. А если конь 1, то, наверное, тут, Конь по-моему, А7, король А7, Б8, ферзь А5. ферзь А5. Там очень быстро все заканчивалось, потому что там все белые потом, там 4 фигуры в атаке достаточно. Вот. Слон F3. Я даже не помню, здесь какая-то защита была уже или нет? Нет, защита, по-моему, уже. Он, по-моему, D5 пошел, да, здесь? Ну, якобы ладья Д8 как-то, ну, ты что-то уже... Это... Ну да, ладья D8. Он пошел Д5, да. Да, ладья D8 ход. Чтобы придет. королем пытаться убежать, да. Ну, вот. Он пошел D5. Но это... Я помню, слон D5 пошел. Просто. После слон D5. А тут что тут? Конь 1. Конь 1. Шах. Король B8. Ферзь А5, да? Ферзь Б4. А ферзь B4. А здесь еще ферзь B4. На мат напал. Просто на мат напали. Просто напали на мат. Вот. Ферзь Д5 сыграл, ну, уже понятно. Да. Ну, просто на C5 еще помножу слон 4 шаг. Здесь хорошо. Чтобы вообще... Всё, такая атака резкая такая. Вот просто так вот. Оно само как-то двинулось все здесь. Но тем не менее, все равно там я еще отставал. Ну, там лучшая партия была, ну, знаешь, такие бывает совпадения с Саловым, принципиальная партия, но еще в день рождения. 13 апреля. А вы всегда так немножко, вот, ну, цифры эти, вот 13, день Ну, день рождения, рождения, да? все-таки день рождения играть, это такая все-таки вещь, знаешь, как по-разному сложится все-таки. Да. У меня обычно все нормально получалось на день рождения. Ну, в общем, надо было выигрывать. Там, я там до этого Белявского. 12 тур, ну, Да, уже так, да. да, уже было более-менее нормально. Я там... Какие турниры были раньше? Класс. Да, тоже 17 туров уже было. Или 16 туров. Там и Леска сыграл. Да, и Леска сыграл. 16 туров было, наверное, да? Да. 17 Не, человек. 17 человек было, да. 17 человек. 17, да, ну 16 туров. 16 туров, да. Ну, 17, туров 17, потому что один тур-то выходной. То есть туров 17 человек, 17 туров. По 16 партий играешь, да. Поэтому тоже турнир бесконечный. 30 марта по 21 апреля. Красиво, да? Да, тоже играли. Ну, жизнь такая была, да, Да, все-таки? Она более размеренная. более, да. да, более размеренная. Вот, сейчас Салоу, значит, что там я, значит, тут C4, естественно, я пошел. Не, конь F3, Я начал с конь естественно. F3, конь F3, конь F6, C4, C5, конь C3. Сейчас он B6, порядок просто. B6, конь C3. C5. А он пошел C5, да, он не хочет играть. Да, но Салов же играет этот самый, он же вот в этой позиции на D4 он слон B7 А3 не играл, а слон B4 играл. Поэтому для него проблема была. Здесь слон B7 я могу уже D4 63 перейти. В систему Петросяна он не любил это. Поэтому пошел из C5. Вот.
d4. Да, c5, дает, значит, да, c5, да. c5 я вошел e4 здесь. Да, e4, d6, d6, d4. d4, cd, конь d4, слон b7. Да. Ну, здесь я начинаю думать, ну, вообще, как бы там самое логичное f3 пойти, конечно, здесь. Ну, будет вот ежик будет. Салов явно хотел такую долгую игру на день рождения. Я думаю, может быть, попробовать порезче. Пошел ферзь e2. Ферзь e2, он пошел конь d7 здесь. Вот. Да я на e6, кстати, может быть, даже g4 пошел бы здесь. Но здесь я пошел g3 все-таки на конь d7. Да. Ну, надо было, конечно, играть ему там нормально, дальше, но тут он решил, что как бы, какие-то темпы наварить. Слон g2. А6. А6, да. Ну, он хочет... Да. Конь g5 не дает, да? Ну, ферзь c7 готовит. Рокировка. Да, ферзь c7. c7, b3. b3. e6. Наконец-то пошел. Да. Ну, я тут смотрю на позицию. Ну, день рождения, а ход напрашивается. Застрял он все-таки, да? Ну, здесь? как, Да. ну, даже двигаться здесь, уже готово все уже. Как можно конь d5 не сыграть? Вот. Ну, я особенно дернулся, ферзем просто уходит здесь. Но бить опасно очень, потому что, понятно, ну, белый будет там Скрывается, да? сильнейший. Ну, еды король d8 может пойти, но там у белого будет сильнейшая инициатива. В общем, да, понимать, что да, лучше так не экспериментировать. Но, тем не менее, фигура лишняя у черных будет, но как бы я очень смотрел оптимистично на все это. Вот. Пошел ферзь b8. Вот, считаешь, ну, хорошо, ну, стоит там конь. Ну, тем не менее, надо что-то делать. Я пошел слон g5. Нет, ладья ладья d1. d1. Да, пусть пока ход покажет. Пусть сделает ход пока. Конь на d5 стать неприятно. Вот. g6. Да, он пошел g6, да. Он хочет здесь развиться. То есть хочет меня обойти, знаешь, там слон g7 как-то, ну, опять логика определенная есть. Конь не может бесконечно там стоять. Слон g5. Слон g5. Мы тут продолжаем инициативу. Значит, слон g7. Слон бьет f6. Ну, тут вот как будет, сейчас будет, начиная с хода, вот, может быть, сказать, конь d5, ну, вот ладья d1 какой-то ход еще промежуточный, остальные ходы будут с нападением. Будут вперед. Знаешь, вот сейчас будет идти все. Теперь, ну, если слон f6, то там, значит, мы бьем на f6, e5, по-моему, неприятно. Я правильно помню, там конь f6, e5, Да. e5, и там начинаются проблемы у черных. Вот, да, тяжелая позиция. Вот. Да, ну, Салов пошел конь f6, значит, конь бьет b6, и здесь ладья cd8. Да, ну, пешка лишняя у белых, но, с другой стороны, ну, зато слоны тут, и он тут был, по всему было видно, настроен достаточно оптимистично. Ну, в конце концов, а что такого? Да. Все вроде бы. Но так было бы все хорошо, но борьба переходит в e5. Причем опять все уже четко совершенно видел линию. Ну, там главное будет последний ход c5, конечно. Он слон бьет g2 ходит здесь. Да. ef. Слон бьет f6. Так, все вроде на секунду хорошо у черных. Конь бьет e6. Fe, ферзь бьет e6. Слон e7. Вот. Кажется, все нормально. Ну, c4, c5. Завершающий удар такой. ДЦ тут, может, конь защищен будет, значит, слон пока висит. Надо куда-то ходить здесь. Значит, ферзь b7. Слон b7. Да, слон b7 он ходит здесь. Вот. Сейчас я хожу здесь. Ладья e1. Хороший комментарий Салова. Должен сознаться, еще после c5. В этот момент я надеялся получить худший эндшпиль после ладья e1, ферзь b7, ферзь c7, ферзь c7, король g2. Бла-бла-бла. Реальность оказалась значительно более суровой. Да. Нет, ну, интересно, как вот он считал вот это правильно. Ну, тоже, ну, в белых перевес, ладья e1, ферзь b7 размен. Но тут же атака c5, слон b7, ладья e1. Ладья e1. Напали. Ферзь c7. Защитили. c6. c6. Да, значит, он должен грозить конь d5, слон c6 должен ходить, ладья c1. Все разваливается. Знаешь, вот такая атака тут таким напором проведена. Ладья d7 он пошел, по-моему, здесь, да? Да. Ладья d7, конь d7, тоже, да. ферзь d7. Да, но здесь можно было ладья b6 пойти, уже тут эндшпиль будет уже с двумя лишними пешками. Вот. Но я... Это уже не защита, а просто шутка. Да, ферзь c4, ферзь c4, да. слон b7, ферзь c7, да? Да. Ладья f8, ну, он пошел, да? Или... Да, ладья f8. Ладья f8. Шах. Шах на b8, король f7 и ладья c7. Завершающий этот. Просто
Влади играет по... Очень красиво. Да, такая. Ну, кого что, вот практически все ходы, это вот там нападение. Такая динамика была. Я очень доволен был. Все-таки это день рождения. И партию выиграл. Но любой все равно впереди. Там остается там всего ничего там до конца турнира, значит, а любой впереди. Значит, он там... у меня 2 партии остается. У него, значит, одна последняя. Он там довольно быстро шортом ничью сделал. Причем там шорт был белым, хуже получил. Значит, и он меня опережал, значит, получается, у меня 2 партии уже было догнать. При том, что, скорее всего, я его догоняю даже, но понятно, что Кубок мира я уже второй, потому что я могу выиграть у Элескоса, который в зачет не идет. В Кубке мира я все равно оказываюсь второй. Вот. В общем, турнир-то надо быть... Да. У меня эта серия, это беспроигрышная, с 81 года идет. Этот турнир или выигрываю в чистую, или делю первое место. В общем, выиграл я у Элескоса такую длинную партию вот в этом 16-м туре, значит, моя 15-я партия. А в последнем туре с Борисом Васильевичем. Борис Васильевич, причем со Спасским у меня-то счет там -2. Ну, еще по этим. Еще по тем, да. По детству. Да, значит, ну, по юношеским. Ну, да. Молодежным, скажем так. Да. 81 год, 83. Причем обе позиции были там выиграны там, в доску. Ну, там... А что, Борис Васильевич вам не предложил это разойтись миром? Нет, я белыми же в последнем туре. Надо выигрывать. Да. Воспоминания такие, знаешь, вот это... Тилбург 81 год, потом 83-й Никшич, и эти ужасы, когда там буквально там вариантные выигрыши и там. Причем совсем элементарные. Но вот не складывалось. С Тиграном Артановичем тоже я начинал -2. Причем все события происходили, когда белыми играл со Спасским. Черными там как-то ничьи были. Ну, боевые ничьи были. А вот белыми не складывалось. Но в итоге со Спасским все равно отыграюсь. Потом в Линарисе я выиграл уже следующую партию. Тоже разойдемся. 2-2 разойдемся. То есть, подождите, у вас, значит, со Спасским ничья, с Петросяном тоже ничья? Да. Причем так, по итогам. И там, вот эти 8 результативных партий были. Все я играл белыми. 2, значит, 2, я проиграл первые 2. Причем, с Петросяном просто были хорошие партии, тоже объективно выигранные. А потом я отыгрался. Тоже дважды. И со Спасским тоже. Значит, 2 партии я проиграл белыми, а потом 2 партии А с Михаилом Ехимовичем у вас плюс, да? С Михаилом Ехимовичем, да, конечно, плюс. Михаил Ехимович я выиграл. +1 я у него выиграл в Брюсселе. В последнем туре выиграл. Вот. И какое-то количество там было... когда вы были молодой, вы с ним не играли так? Мы играли в первенстве СССР 2 партии в последнем туре, которые мы не играли, естественно, да. Ну, мы тренировочную партию сыграли. В Баку у нас был матч, когда он приезжал перед матчем с Полугаевским. Короткий не считается, да. Там одна ничью, одна я выиграл. С Смысловым у вас плюс большой? С Смысловым у меня большой плюс, да. С Матвеем, естественно, не играл. Вот. Там с дедами у меня со всеми плюс. Вот. С Ефимом Петровичем я выиграл одну партию. С Полугаевским. Я думаю, с чемпионами мира, вот я считаю. Чемпионами мира? Да. И чемпионами мира. С Спасским, значит, с Карповым в итоге плюс. Ну, с Карповым большой плюс. Да, с Карповым, в итоге. С Карповым, значит, как бы в матчах 21-19, а в турнирах, если классику считать только, да? Только потому классику что там Рапид и Блиц там уже огромный за счет там, посткарьерных матчей. В турнирах, если я не ошибаюсь, по-моему, 6-1, я думаю, 27-20 у меня с ним счет. В турнирах я проиграл в Бельфоре одну партию. Ну, там выиграл я много. Я выиграл у него в Амстердаме 2 партии. Я выиграл у него в Линарисе в 92-м году партию выиграл. В Линарисе в 2001 году выиграл у него. В Линарисе в 93-м году выиграл у него. И выиграл у него еще в Лас-Пальмасе в 96-м. 6 партий. Я выиграл 6 партий у него. То есть 27-20. С ним с Карповым счет. С Крамником -1 счет, если с чемпионом мира считать. -1. С Вишком плюс миллион. С Анандом счет лучше не вспоминать. Там что-то, там +15, -3, примерно какой-то такой счет. Ну все, с Магнусом вы играли только в быстром. С Магнусом, да, мы как бы не сыграли. Да, с Вишей счет... Да, я проиграл ему 3 партии, я точно. Я проиграл в Тилбурге, проиграл в Реджи Эмилии, проиграл одну партию в матче. Все, на этом достижения Вишей в классику закончились. А выиграл много. Да, много, очень много. Очень много. Последний тур... Спасский. Такая партия, я не знаю, не стоит, можно ее все время тратить. Хотя такая была интересная, содержательная борьба. Вот Ферзевый гамбит. Единственное, что я как-то
Я не помню, как он... Да. Конь F6, конь F6, C4, E6, конь C3, D5, CD, ED, слон G5, C6. C6, E3. E3, слон Слон E7. E7, слон D3, конь D7. Да. Конь D7, конь G2 я пошел здесь, да. И он пошел здесь конь H5 паски. Да. Вот, слон Е7, ферзь Е7 здесь. Вот, то есть я вот как-то G4. Ну, вот, Да. G4, конь F6, конь G3. Вот. У H6 пошел с паски здесь, да? Да. H6, тут начинается какая-то тут H6, H3. H3. Вот. Конь B6. Вот. Ферзь Е2, наверное, да? Ферзь D2. Ферзь D2, да. Ферзь D2. Готовимся к рокировке. Слон Е, слон D7. B3, G6. G6. По-моему, что ли? А4. А4, да? Да, игра такая идет. Ага, А4. А5. Фиксанул здесь. F3, что ли? Да. Ну, F3. я любил так вот как-то ставить с фигуры H5, H5. G5. G5, конь G8. Не, ферзь D6 хороший ход. Ферзь D6, да, ферзь Отличный D6. ход, да. Ферзь D6, конь Конь G2. G2. Конь Конь G8 сыграл. 8, А. E4, да? Конь G8, E4, да. Конь E7. Ферзь F4, да? Да. Ферзь F4. И вот Интересное решение, да? Так ферзь F4. Ну, и так правильно, вот да? так и переиграл. И потихоньку, так, в общем, как-то здесь... Там отчаянно боролся Борис Васильевич, но Да, партию я я смотрю, выиграл. партия такая. Партию выиграл. Догнал Любовича. Мгм. Хотя, конечно, кубок он выиграл. Но он выиграл этап или весь Этап, кубок? этап. А, этап. Нет, А этап. весь кубок кто выиграл? Я выиграл. А, Всё, ну нет, все. нет, Мы про этап говорили. Мы говорим, нет, что- мы я думал говорим про этап. Нет, он-то выиграл про только этап, один да, турнир. Да. Да. Этап Кубка мира выиграл. Но, тем не менее, после этого борьба обостряется, потому что я не выиграл турнир. Следующий был в Роттердаме в июне. Там, где Карпов играл. Вот. И Карпов играл в какой-то момент, ну, там действительно все складывалось. Играл очень там, хорошо. Там, вот, Вдохновенно, да? и у него было, я не знаю, там, что-то типа там 8 из 10, какой-то результат какой-то был. Если не 9 из 11. А может быть, даже был 9 из 11. Какой-то результат был просто зашкаливающий. И все уже потеряли руки сейчас. Значит, он там сейчас выигрывает и берет первое место. Да еще там очки там, как говорится, большие. И борьба начнется. Вот последний этап в Швеции, в Шелефте, так был задумано, потому что мы в последнем турнире мы вместе играли. Понимали все, что, скорее всего, борьба будет между нами. Ну, я уже там... Сейчас как-то... Поборемся, да? Поборемся, да. Ну, и тут у него наступает какая-то черная полоса. Я вообще не помню. Он в турнирах 3 партии подряд проигрывал. В итоге его Тимон обогнал. В турнире? В турнире. Карпов в Роттердаме взял 2 место. В Роттердаме. В Роттердаме. Он взял... Вот Тимон его обгоняет, Карпов не берет 1 место. И все там, мне кажется, были страшно расстроены, потому что... Интрига немножко, да? Никакой интриги не было. Потому что да. там в Шелефте, там, я помню уже по раскладу, там мне надо было там не занять там последнего места, просто потому что отрыв уже был очень большой. Наверное, где-то это повлияло, то есть как-то уже психологически выиграл уже, и какое-то такое расслабление было. Я в первом туре у Корчнова выиграл, как всегда, там уже по традиции, там, выиграл Виктора Львовича. А потом вот удивительный турнир был, потому что количество выигранных позиций, которые я не выиграл, там, причем, не просто там, а по-настоящему, выигранные. Там, все не складывалось. Говоря про зевки, зевнуть фигуру, талию, причем полностью переиграв, позиция выигранная, 2 лишние пешки. 2 лишние пешки в эндшпиле просто. Я уже конструкцию, что-то, примерно условно, я почти уверен, примерно какая-то такая позиция. Может... Вот она здесь. вот эта позиция. Нет, уже дальше? Нет, я про финальную позицию. Я не знаю, там, не помню, где ставит белая пешка. Здесь другая. Примерно оно так стоит, я не знаю, стоит пешка здесь, наверное, белая. Да. Примерно так стоят фигуры. Может быть, пешка здесь стоит, здесь белая. Но там слон d5 сыграли белые, черные сдались. Причем у Таля там времени, там 30 секунд остается. У меня еще там куча времени. Но пойти ферзь b7 зевнуть фигуру, чистую фигуру зевнуть. Это говорю про зевки.
Причем я даже не помню почему, но я просто удивлялся, что он не сдается, потому что я очень хорошо партию играл, просто полностью переиграл. Вот. 2 лишние пешки, все. Нормально, даже не блиц. Ну, там по-разному были. Там партия с Эрваном была тоже безумная, очень интересная партия. На весах качалась все. Нанну там у меня, конечно, с одной стороны было хорошо, потом стало опасно, мог даже где-то проиграть там. Все равно вот партии, которые вот не складывались. Шорта я тоже еще выиграл там по инерции в 4-м туре, потому что он уже на этот раз D4 сыграл шорт, уже со мной не складывалось, как-то там начал играть, но ничего не спасло его все равно, потому что там уже обреченно немножко был. У меня был +2 после 4 туров, а потом я следующую партию выиграл у Рафикова, хотя на хорошую партию выиграл, когда уже ближе к финишу. Правда, там никто никуда не вырывался. Там Карпов там отставал чуть-чуть. Он в последнем туре выиграет у Андерсона, там тоже на соплях выиграет и меня догонит. А в итоге мы разделим первое место по +3. Но это не имело значения принципиально. Кстати, я с Карповым имел реальный шанс выиграть. Я там применил новую схему в стратегической защите, потом станет таким хрестоматийным маневром. Вот партию со Спиритом, которую смотрели, там я придумал там усиление, и это становится потом уже основным трендом. Там была партия с Рибли еще, где я просто упускаю выигрыш. У нас получается позиция там из ежа, который он играл. Я нам какую-то пытался такую маленькую идейку придумать, но ничего не вышло. И в итоге получается позиция. Да. И здесь он пошел слон d4. Да. Слон d4 пошел. Вот, и здесь ладья b5. Слон бьет e3. Вот. Нет, здесь после ладья b5 вы предложили ничью. Да, предложил ничью, да. Предложил ничью. Он не видел слон e3. Но на самом деле слон e3 фе, а b очень даже получше позиции немножко, да. Он ничья. Но только ход ладья d8. Ладья d8 выигрывает сразу. И главное, что я встаю, значит, и Рафик подбегает. Ладья d8. Ужас какой такой. Ладья d8. Теперь, значит, естественно, там брать здесь. Если взять, то просто ладья b8 ферзь. Ладья d5, я думаю. Ладья d5. Мне кажется, пошла ладья b8, ферзь d1 шаг. Да, ладья b, правильно. Ладья d5 выигрывает партию. Там единственный ход, там как бы казалось, что брать надо, значит, здесь ферзем на b5 или АБ. Как-то, потом слон f2 брать, но все равно король уходит от шахов. Там, я помню, ферзь b5, ферзь d6. Да, ферзь b5, ферзь d6, слон f2. Слон f2, король f2. Ферзь f5, король g1. Король g1, ферзь b1. Король g2. Король g2, ферзь e4, король h3. Да. Король h4, ферзь f5, g4. Да, уходит. Да. Вот. А если там черный ходит здесь ладья e8, то ферзь e7. То же самое. Вот. Я же выиграл Портиша хорошую партию. Вот. Я выиграл хорошую партию Портиша еще. Да. Переиграл его очень хорошо в Карлсбаде черными. То есть, значит, получилось 4. Я выиграл у Корчнова, у Шорта, потом где-то там в серединке у Портиша выиграл. Да, плюс 4. Да, и в конце еще, да, все-таки плюс 4. В итоге с Карповым, значит, у вас 83 балла по итогам Кубка мира. У Карпова 81, да. А у Салова 68. Да, там... Просто какой-то целый мир между вами был тогда, да? 4-й Янца он занял. Ян Эльвис, да. Там, на самом деле, же вопрос, кто выиграл турниры, потому что за победу давалась премия. Значит, я помню, первое место, наверное, там, 13 очков, что ли. То есть, в общем, выиграть Карпов в Роттердам, там ситуация была бы, мне пришлось бы сильно там напрягаться в Шелефте. А так все было достаточно... Но потом эта система Кубка мира, она не выдержала, да, испытания времени? Просто очень громоздкая была, тяжелая, да? Во-первых, она была громоздкая, но главное другое. У нас происходит вот если 89-й год как раз кончается Кубок мира. Мы уже, значит, как бы полуфинальные матчи там намечены в Лондоне. Должны играть Карпов, Юсупов и Тимман Спилмен. Мы возвращаемся все, значит, я помню, там Бессель там самолет зафрахтовал, все из Шелефти возвращаемся в Брюссель, там торжественное закрытие, там вот эта фотография знаменитая, где не было Василия Васильевича, только 5 чемпионов мира, там Спасский там полулежит так. Да. Значит, Ботвинник, Спасский, Таль, Карпов и я. Такой всех подъем большой. Но на самом деле возникает проблема с тем, что делать дальше с первенством мира. Потому что ассоциация должна же как-то развиваться. И здесь возникает вот это разногласие, потому что, с моей точки зрения, надо было, конечно, забирать всю эту ФИДЕ, потому что организация себя явно в тот момент дискредитировала, что-то нефункционально было.
Первенство должен был стать профессиональным. Бестель, скажем, занимал более взвешенную позицию, потому что он уже тогда прикидывал возможности стать президентом ФИДЕ, но для этого он считал, что надо договориться с советскими. Вот. И это, соответственно... Логично. Да, это, соответственно, накладывало отпечаток на его поведение. А его надо было определять, где мы играть матч на первенство мира. Тогда, значит, в 89 году здесь заявки были... новозеландская заявка была. Да. Но Новая Зеландия подала заявку. Я не помню. Я думаю, что в Веллингтоне. В Веллингтоне, потому что у них было в следующем году, в 90-м году, 150 лет стране. 150-летие страны, как бы она там создалась как там доминион английский в 1840 году, значит, вот они хотели там торжественно это отметить. Хорошая заявка была, между прочим. Может быть, надо было соглашаться. Значит, так я не добрался до Новой Зеландии. Я тоже пока не добрался. Да. Ну, естественно, Леон. Была заявка Леона, там Башар Куатли, сходила звезда, организаторская звезда Башара Куатли. Вот суетился, там был мэр Леона, он был бывший министр торговли Мишель Люар. Он тоже тогда был как политическая такая восходящая звезда была в правых. Вот. Ну, потом все как бы быстро у него оборвалось, но он стал мэром Леона, и, в общем, как любитель шахмат, он решил тоже сделать заявку. Вот был Леон, Новая Зеландия. Ну и потом уже у меня появится возможность найти американского спонсора. Кстати, я сказал про Куатли. Там к этому моменту у меня началась тоже там новая, вот уже история развивалась там, своими сеансами. Потому что на самом деле начал давать сеансы же. Вот первый был, значит, в Гамбурге тогда, который неудачно кончился. Потом сеанс был с молодежной сборной Германии. 6 досок там, 8 досок было. С часами, причем чередующиеся цвета были. Я выиграл 6,5-1,5. Вот. Там уже Вальс тоже играл, кстати. Я его обыграл, там реванш взял. Потом я выиграл 7-1 у этой ХСВ команды. Потом я выиграл 5,5 очка у швейцарцев. Там уже вот как раз час бейсбол, я там готовился. В общем, хорошо такие партии были такие интересные. Мне было просто и интересно, с удовольствием играл, потому что много досок можно. Ну, такой челлендж. Там уже разные дебюты. То есть как тут одна партия, тут много партий. Да. А потом, значит, я тут решил замахнуться уже там на что-то более серьезное и с французами играл. Причем тогда они тоже с французами, как это можно... Я сыграл с ними 2 матча. Первый был в 88 году в декабре, как раз было после землетрясения в Армении, в Спитаке было. Но к этому моменту, на самом деле, уже начались события на моей малой родине, потому что уже после Сумгаита в феврале, в общем, там все начало подгорать, когда после первого были погромы армянские. Я, честно говоря, воспринимал это все так, как-то, немножко отстраненно. Но я все-таки уезжал, я уже большую часть времени в Москве проводил, как бы в поездках, там до конца не понимал вообще всего трагизма ситуации. Хотя уже многие уезжали, понимали, что что-то будет происходить. Но мне казалось, это вы про 89-й год? Я говорю, 88-й, 89-й. Ну, в принципе, началось в 88 году, февраль 88 года. Как раз тогда я дергался, потому что там мама начала нервничать уже. Все-таки, что-то в воздухе носилось. События происходили. При том, что как бы я старался дистанцироваться. То есть от меня просили поддержки карабахского движения, комитет Карабах, я сталкивался на этих московских мероприятиях, московская трибуна, то, что там прообраз таких демократических организаций, куда я там уже попадал, меня туда зазывал Юрий Николаевич Афанасьев. Старался меня привлекать активно к процессу. Но я не хотел в эту тему вмешиваться, но мне казалось, может быть, оно как-то не то чтобы рассосется, но уж, по крайней мере, не примет крайних форм. Но проблема, что на самом деле ситуация вся ухудшалась. От меня уже начали требовать и с другой стороны. Вот как раз мой дядя, папин брат Леня Вайнштейн, он в общем, очень активно занимал другую позицию, потому что брат его жены стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, Абдурахман Визиров, был до этого послом в Непале. И Леня активно меня агитировал, что надо занять принципиальную позицию. В какой-то момент даже, когда я был в Барселоне, он требовал от мамы, чтобы какое-то письмо я подписал. Я, конечно, перестал. Я, конечно, естественно, отказался. На это, кстати, отношения прервались тоже. Напряженно уже было. Уже понятно было, что что-то может случиться, потому что все это периодически вспыхивало и приобретало как клинического характера. Но, в общем,
должно было что-то произойти. Просто для меня там жизнь там в другом измерении шла, потому что там-то какие-то шахматные проблемы, матча с Карповым еще как такового не было, но все равно там матч в следующем году уже будет. Пытались найти какие-то вот там, организационные варианты, потому что я вовлечен в этот конфликт уже с Бесселем и с Тимоном, там докладывалось вот как бы и другая конфликтная сторона, это вот то, что начинали советские приезжать. Вообще, как бы, основная гроссмейстерская масса, она меня поддерживала, потому что я там, игнорируя совет Спасского про монархическую игру, пытался там демократизировать все это. А там вопрос этих привилегий западных шахматистов, он был достаточно острый. И, кстати, вот на нашей ассамблее на Пальме де Мальорке, по-моему, единственная была большая ассамблея, там показательно было, как все разложилось. Там просто вот там вот восточный блок против западного. Там буквально все на соплях было. При том, что интересно, если как бы общую концепцию мою, там все-таки они там минимальным количеством голосов провалили, а выбрали меня президентом подавляющим большинством. То есть, как бы, понимаешь, что все равно как бы на моей энергии все это держится. А я к этому моменту нашел уже спонсора в Америке. На матч, в смысле? На матч, да. И там была эта история с Леоном. Значит, надо было решать, как это делать. Был какой-то компромиссный вариант, потому что Бессель-Кук явно не хотел жесткого конфликта с Фиде. На мой взгляд, в тот момент можно было забирать все просто. Просто Фиде был в таком состоянии, что все можно было забрать. Как бы там Кампоманес просто был реально беспомощный был, потому что... Советский Союз распадался, уже влияние терялось. Там уже... надо сказать, что в 89 году еще там происходит важное событие, потому что начинается на волне демократизации обрушился спорткомитет. Причем очень забавно это все произошло, потому что Грамов, который тогда располагал этими финансовыми ресурсами, он приобретал влияние, кроме того, друг Горбачева, но и много врагов было. Естественно, там в том же Центральном комитете там на него смотрели с большой завистью. Что это такое? И, как это часто бывает, решили его подсидеть. А как подсидеть? Там выборы, значит, сейчас там везде. Поэтому надо, значит, утверждать там министров. Вот конфликт, который у меня был со спорткомитетом, какие-то там передовые мыслящие люди в ЦК решили использовать для себя. Значит. Там же все начались дебаты какие-то. Граму настоятельно рекомендовали, что тоже надо в дебатах участвовать. Он, конечно, отнекивался, но тут как? Все же участвуют. Тут курс, демократизация, там, гласность, там надо обязательно. Естественно, его поставили со мной дебатировать. Я даже помню, там было 2 части дебатов, телевидение было. Первую они нас просто забивали, просто Смирнов какие-то цифры давался, но потом мы там раскрутились. В общем, Грамов выглядел плохо очень. Значит. И эти дебаты привели к тому, что когда утверждали, его не утвердили. А вы куда-то избирались или вы там... Не, я просто в данном случае он просто выступал с концепцией профессионального спорта. Я понял. Вот, это 89-й год? Это 89-й год. Это начало. Вот, там же был съезд народных депутатов, да. потом начались вот эти утверждения министров. Там процессы демократизации шли. Да. И в 89-м, кстати, вот вышла моя статья, очень показательная. Не статья, а интервью было в журнале «Огонек». Помнишь такой журнал? Конечно. Коротич, Виталий Коротич. Это, знаешь, это рупор перестройки. Конечно. И было мое интервью, называлось «Королевство кривых зеркал». Почти уверен, да, что именно так и называлось. Как раз речь шла о там, соотношении профессионального спорта и как бы физической культуры. О том, что на самом деле там у нас все ресурсы уходят в профессиональный спорт, а там здоровье там, рядовых граждан, оно как бы там, на 10-м месте находится. Ну и вообще в целом вообще там про всю систему управления спортом. И меня спрашивают, когда, значит, в принципе, что «Королевское зеркало», что надо делать? И последняя фраза — разбивать зеркала. Вот уже в 89-м году как бы какие-то говорил фундаментальные вещи. И поэтому как бы спорткомитет, если Грамова не стало Гаврилина, там, вместо него, по-моему, там Русак стал, что ли, председатель спорткомитета. Вот. Но понятно, что того же влияния не было. И я чувствовал, что слабость есть, можно добиться результата. Но Бессель там тормозил. То есть вот мы так и не решили этот вопрос. И после того, как бы курс на захват первенства мира провалился, я тогда сказал, что у меня первенство мира сейчас, я там решил в отставку уйти на время. Значит, да. Вот. На самом деле, как бы я уже для себя как бы решил, что это, что здесь, если мы не добились результата, что там находиться. Вот. И ассоциация, в принципе, так она и умирает, потому что Бессель в одиночку тянуть это не мог. То есть у него там, как говорили, самолет должен быть 2 крыла. На одном крыле не летает. А у меня конец 89-го, несмотря на все эти и ухудшение ситуации в Баку, и
вот эти конфликты в ассоциации, вот там шахматный взлет, на самом деле, вдруг реально замаячила возможность побить фишеровский рекорд. Ну, правда, для этого надо было нам очень много партий выиграть. И все получилось неожиданно в Тилбурге. При том, что я тогда приехал там из Парижа, какие-то у нас там были разговоры. В общем, что я помню, что приехал я не в очень. Даже немножко, по-моему, там простуженный был. Но как-то вот оно вот... Знаешь, вот бывает... Складывалось, да? Вот складывается. Вот так вот в Шелефте не складывалось, а в Тилбурге все начало складываться. Там, ну, Тилбург все-таки, да, сейчас, конечно, молодые же не помнят, но этот турнир... Супер шахматное место. Он задал, на самом деле, стандарты, определенные стандарты, как бы вот супертурниров. Вот в 70-е годы, значит, вообще у советских шахматистов там всегда была мечта поехать на крупный турнир какой-нибудь. Вот. Но Тилбург стоял среди них, это просто это вот турнир. Особняком, да? Да, особняком. Это, значит, Интерполис тогда был. Вот потом он еще там как бы там переходить из рук в руки. Вот оно в 70-е годы Интерполис, туда, естественно, Карпов ездил. Ну и там кого-то там еще подпускали туда к турниру. Брал с собой. Я сыграл в 81 году, я сыграл там, значит, вот неудачно сыграл. Тогда. Хотя играл очень хорошо, но результат был неудачный. В 89-м меня позвали снова. На этот раз турнир было 8 человек, 2 круга. Такой состав смешанный. Там Пикет играл, молодой. Агдештейн играл. Значит, Сакс играл. Да. Вася Иванчук играл. Вася молодой. Любоевич. Значит, да, Любоевич играл. Значит, естественно, Виктор Львович играл. Я играл. И... Ярц. Да, вот, и Херцог. Да. Ну, очень такой смешанный состав был. Я помню, значит, мне сказали, что Ботвинник, с которым уже такой очень напряженные были отношения, он так, значит, посмотрел со турнира. Говорит, Иванчук играет. Я думаю, там будут сюрпризы. Значит, Ну, действительно, Вася подымался. Я приехал на турнир. На самом деле, большой подготовки не было. Какие-то, значит, идеи еще оставались от летних сборов. Я помню, в первом туре, значит, я играл с Саксом. Я играл на практически всегда D4. Ну, с Карпом E4, а в целом играл только D4. Гена Сосонка там как. Я говорю, не знаю, Гена, ну что? Он говорит, ну, а что ты боишься? Играй Е4. Я говорю, ну я же не играю. Слушай, это играй Е4. Я говорю, ну, ради тебя сыграй Е4. Сыграл Е4, выиграл. Ну, там, Сакс очень удивился. Там какой-то там атака Кереса была. Очень хорошую партию выиграл тогда. Ну, понимаешь, что вот идет игра. Нет, в первом туре я с Пикетом играл. С Пикетом вот. играл, Нет. да. Ой, господи. В первом туре я играл с Пикетом. И как раз... То же самое, только с Пикетом все, Ну, да. то же самое, только с Пикетом, да. Причем Пикет дракон сыграл. Дракон сыграл. Но там какая-то... Я все-таки смотрел разные дебюты. Я ничего не получил по дебюту, но такая борьба. И в итоге я у него выиграл. Значит, да. Потом, значит, у меня с кем-то ничья была во втором туре. Я сейчас не помню. С Любовичем. Да, с Любовичем, да, правильно. С Любовичем была ничья. Потом вас Гена опять на слабо Да. взял, А что здесь, не сыграешь Е4? Я говорю, в общем, на слабо взял. Легко выиграл партию. А потом была ничья, наверное, с Корчным в четвертом туре. А потом с Васей в пятом туре играем. Да. Ну, Гера говорит, я говорю, нет, знаешь, с Васей слабо. Вот, причем я ничего не... На Вандийского я ничего не получил. Но что-то в какой-то момент Вася задергался. Вот он задергался, значит, и я опять приличную партию выиграл. Уже +3. А потом, значит, я выиграл Агдештейна черными. Вот, причем так вот на ровном месте. Знаешь, вот такая симметричная позиция. Английская, он был такой. В седьмом выиграл Хертелсон. Там причем полукорректная была эта идея. Мы еще с Разуваевым ее обсуждали в Москве, когда я там мог бы теоретически играть матч с Карпом за первое место. Вот, в Венском какую-то идею придумали. Применил ее, сработало. Значит, первый круг кончается. У меня получается уже что плюс 5 после первого круга. А потом я выиграл все партии белыми. Интересно, я выиграл все партии белыми. 4 партии уже. Второй круг начинается, значит... Я играю с Пикетом партия, второй круг. И как раз Никитин подъехал. Вот Никитин подъехал как раз ко второму кругу. Да, он очень переживал, что там почему-то... Я не понимаю, почему не мог приехать, но, в общем, приехал ко второму кругу. А что, говорит, мне здесь делать? Спросил Никитин. Я говорю, ходите в ресторан. Вот. А с Пикетом партия считает, она D4, конь 6. Кстати, да, Пикет, он играл тогда. До компьютерной эпохи эти варианты смотрелись хорошо. Конь c6, d5, конь e7, конь e1, конь d7, слон e3 играл Пикет. f5, f3, значит, f4, слон f2, g5,
Вот. Далее. Да. Ну и тут, значит, потом там уже А4 начнутся ходы здесь, значит, самые разные, там, Ладья С1, там разные идеи будут уже здесь применяться, там Пикет со мной тоже будет играть. А тогда он просто... Б4. Да, тогда они просто считали, что можно просто двигаться начать. То есть Б4. И вот здесь как раз я применил, важная идея, пешку H не надо двигать, потому что допускали ошибку, ходили H5. Это поле надо оставить для коня здесь, значит, на самом деле. Поэтому он все равно здесь прорывает c5, а G4 мы пойдем и так. То есть я начал конь F6, соответственно, c5, Конь G6. конь G6, значит, CD, CD, значит, Да. CD, CD. Тогда это тоже было, да, конь B5. Ладья C1. Ладья C1, ладья F7, Угу. конь B5, да. А4. Да, они играют А4 здесь, слон F8, Угу. А5. Классика. Да, это вот... Да, опять. Опять. А слон D7 пошел, да? Здесь Да, слон D7, слон D7. да, слон D7. Вот. Теперь уже конь B5. Конь B5. G4. G4. Наши двинулись. Вот это. Конь А7, да? Конь C7. Конь C7. G3. 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 Он пошел здесь. Да, ну тут идея же в том, что после FG там имеем конь H5, то есть, вот это, или FG, конь H5. Ну, может, здесь, скорее всего, может быть, даже конь H5 сразу. Конь H5, даже что-то буду отдавать, конь на G3 придет. Ну, все это сковано. Это здесь конь с матом все. Вот, значит, на G3 он пошел конь А8 здесь. Да. Я пошел конь H5 пока, да, естественно. Конь Да, H5. G3, конь Да, конь конь H5 H5. пока, да, конь H5, да. Естественно, конь H5 пока так раз. Он король H1. Продолжаем наступление. Да, он нужно хоть король H5, да, правильно. Конь H5, естественно, да. Значит, да. Ладья какая-то там. Сейчас король H1 ходит. Теперь надо брать уже здесь. Потому что иначе, иначе, да. Значит, GF, ладья BTF2. Да. Вот. Может, пока шах G3. дадим. Да. Шах дадим, да. Да, просто, чтобы, да, естественно, король G1. Теперь забираем коня. Да. Вот. Ну, брать здесь все равно, как коня пока нельзя. Вот. Но главное, что тут у меня уже четкая идея, это, на самом деле, как там дальше, как-то ферзя в игру ввести. Что он пошел? Слон C4. Слон C4, а я 6, да? А6, да. А6, да. Вот. Мы тут вводим в игру фигуру ферзя через А7. Ферзь D3, ферзь А7. Да. Вот. Ну, тут он просто как бы устроился уже. B5 сыграл, Пошел да. B5, да. Ну, позиция плохая, как ну, уж надо было как-нибудь ладья C2 пойти здесь. Да, все-таки. Ну да. Да, потому что B5, а Б. Слон B5, B5, конь конь H1. H1. Красиво. Красиво. Чтобы B6 не... То есть выиграл я у Пикета, потом выиграл очень хорошую партию Любовича. Угу. D4 играл, там уже там не особенно разменялся. Так вот, интересно получается, смотри. И вот то же самое. Вот я как раз... Я выиграл 5 подряд. То есть я, получается, я выиграл у Васи в 5-м туре, в 6-м туре Хьяртаса. В таком порядке. Я же первый, наверное, в верхней половине таблицы был. А Вася Хьяртарсон выиграл потом у Агденштейна в 7-м туре. В 8-м туре, то есть в первую, вторую партию Пикета. А в 9-м туре выиграл Любовича хорошую партию. 5 штук. 5 подряд выигрываю. Потом партию с Саксом играю. Там он слон Б5 шах пошел со мной на 3-м ходу. И что-то я вообще-то не то делаю. К ходу там к 13-му у меня уже просто явно хуже. Но тут ничего предлагается. Я, естественно, соглашаюсь. Тут я без дураков. Ну, вот как будто энергия вышла вся. Вот, значит, вот, Ну, бывает такое. 5 подряд. Это Да, тоже 5 подряд. не шутки. Вот, сыграл в ничью с Саксом. Значит, потом выиграл, короче, Виктор Львович выиграл. Кстати, вот интересно, вот мы в 87 году, на самом деле, этот момент упустил, перед матчем с Карповым очень много новых идей подготовили, которые я в матче так и не использовал. Ну, это, мне кажется, стандартная такая, На да, самом история? деле, там самое обидное было, вот что не использовали. Значит, ну, во-первых, я готовил, значит, в принципе, вот Немцович, вот этот готовил, значит, очень много смотрели его. Но это не имело значения, потому что он все равно играл D5, как бы, ну, там, на C4. Но вообще-то, как бы, была идея играть Немцович, и тут была вот, значит, идея, которая потом станет вот базовой вот здесь сделал. B6, значит, слон G5, слон B7, F3. Я его, кстати, Хьяртарсона выиграл в Рейкьявике. Значит, вот эта идея была, значит. Мы вообще много исправили всяких Немцовичей, но это был как бы было самым главным было. А то, что я должен был сыграть, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему я не играл. Мы начали смотреть тогда впервые конь C3, значит, ну, как бы вот, начали смотреть в ферзем гамбите, ферзь C2, конь C6 систему, А3 ферзь опять 3 нуля.
как я это не играл с Карповым, потому что, ну, это на самом деле... Что-то вот, я не знаю, вот, как душа не лежала, при том, что мы начали смотреть это. Причем это мы смотрели, эти позиции получались, они же еще из вариантов ферзь c2 могли из Немцовича получиться. Поэтому мы смотрели разные модификации, знаешь, вот, скажем, вот такую модификацию смотрели. Значит, ферзь c2, если есть c5 играют, dc, слон c5, там конь f3, рокировка, там слон f4, там d5, например, здесь 3 нуля пойти. То есть вот все эти идеи смотрели, и удивительно, что я не сыграл с Карповым. Вот. Потом Гуревич там сыграл, он первый, в 88 году на первенстве СССР, по-моему, сыграл чуть ли не, может быть, с Соколовым очень быстро выиграл партию. На самом деле, как бы, вариант набрал популярность. Я уже к 90-му году, к матчу с Карповым, я уже буду внимательно смотреть, уже буду готовиться, но так не получится сыграть его. Много буду потом уже 90-е годы анализировать этот вариант. Но жалко, что вот тогда все это отлетело. А у Корчнова выиграл вот в варианте ферзь c2, да, вот этот вариант. Я, значит, его d5, cd, ед, слон g5, 6 я слон h4. Потом я шортом буду, большие теоретические дуэли буду. Там c5, dc. Вот это, со времен там партии Керес Ботвинник знаменитый считал, что это нехорошо, но новые идеи были найдены. Я начал как бы вот собирать очки. У меня большой был урожай в системе ферзь c2. В общем, выиграл я у Корчнова. Это уже получается плюс что-то очень много. Это был, соответственно, 4-й тур второго круга. Там остаются 3 партии. Потом с Васей была ничья. Причем я даже лучше, знаешь, стоял черными. Ну, играл в систему вот, в Найдер слон g5, ферзь c7. Безобразная система, естественно, конечно. Но очки приносил тогда. Я проиграл, когда вот Георгиеву партию мы говорили на Олимпиаде. Потом я выиграл у Юдасина на первенстве СССР. Потом еще, кстати, потом я у Любовича выиграю в Белграде. Ну, с Васей удачно сложилось, как партия. Ну, получилась ничья. Вот такая интересная борьба была. И остаются 2 партии. Значит, выиграл у Хертерсона черными довольно легко. А в последнем туре легко Агденштейна выиграл. Плюс набрал плюс 10. Плюс 10 набрал. 12-14. И происходит историческое событие. Я там перескочил Фишера результат. Казалось немыслимым, да? Да, перескочил там вот эти фишерские 27-80. Значит, у меня там 27-85 уже. А потом, как бы, вот уже до кучи. Белградский турнир. Белградский турнир, там 12 человек было в один круг. Тоже все сложилось. Вот. Ну, начинается там ничья там, с Артуром, по-моему, опять в первом туре. А потом оно просто все вот пошло там. Ну, еще была ничья с Тимоном в 4-м туре и какая-то ничья с Хертовсом. А все остальное просто оно само складывается. Там. Такой хороший период был Там творческий, просто да? все, просто вот оно все ложится. Вот как бы вот под... Ну, там много было югославских шахматистов, с ними всегда у меня хорошо получалось. Там, я за все время там проиграл партию Соколову одну в 99-м году. Так всегда выигрывал. Вот, выигрывалось. То есть, начиная с Бани Луки 79-го года. И я уже там, не помню, я там выигрывал просто подряд там все. Вот все. Вот, хоть и так, и так. Белыми я сделал 2 ничьи с Тимоном, и как раз и с Тимоном, и с Хертовсом. Причем с Хертовсом там даже какая-то сомнительная позиция была. А все остальное, я уже там даже все партии не помню, но как-то вот все складывалось. Была такая забавная партия с Шортом. Бесконечно долгая была, потому что была какая-то социалянка там опаснейшая, там Шорт там что-то так атакует, как бы, да, значит, ну, там я там отбиваюсь. Я запомнил, что там интересный момент был. Я сделал рокировку черными, по-моему, ходу на 30, там, каком-то 30 каком-то ходу сделал. При этом ход, по-моему, даже был не лучше, но Красиво. Шорт коллапснул. Красиво. Причем там ничего же не осталось там у черных, там уже пешек. Но формально можно было сделать рокировку. У меня было 2 такие рокировки. Одна была с Майлсом, длинная рокировка, ходу на 35-м я сделал. Да, тоже наступает коллапс, когда человек видит рокировку на там, 30 каком-то ходу. Ну, вот с Майлсом у меня было, я почти уверен, если посмотреть Майлсом вот в первой партии матча нашего, того, который я выиграл. Да, там какой-то 30, чуть ли не 6-й. 35 или 36 ход было. Значит, вот там. А Шортом тоже был на 30 каком-то ходу. Рокировка. Ну, там должна была быть ничья в итоге, но Шорт стал неудачно, и получился у нас эндшпиль. У меня, значит, слон, конь и 2 пешки, а у Шорта ладья и 3 пешки. Но такая ситуация, что как бы у меня слон на b5 стоит, и пешка на a6. А у него 2 пешки сдвоенные по b. То есть, поэтому там парализовано, все, слон защищен. Как Ботвинник говорил, слон, пешка защищен, все в порядке.
А на том фланге, значит, соответственно, у меня где-то пешка там в районе там, поля G5, у него аж 2 пешка, и там король с конем, у него там, черные должны как-то крутиться, скорее всего, ничья. Но мы там долго-долго играли, в итоге я, в общем, его сумел обмануть, как-то там все это выиграть. А главное, что он не понял, что если все меняется, то из-за одной лишней пешки белый проигрывает позицию. Слон не того поля, слон b5, но из-за второй пешки, потому что и там b2, b3, две пешки, и там b2, b4 они были, черные выигрывают, потому что мы потуем. На самом деле, и вторая пешка губит белых. То есть, на самом деле, там проблема возникает в том, что черные просто идут на пад, там король на 1, там король с1, слон b1, пад, b5, аб, и у тебя еще ход есть. Нет, вот лишняя пешка. То есть, шорт, когда это поменялось, он как-то уверен был, что так теперь тоже ничья. Нет, вторая пешка. Нюансы. Да, и Есть там нюансы. где-то в районе 100-го хода я у него выиграл. А потом в последнем туре еще у Николича очень хорошую партию выиграл. Вот, тоже немцу из ферзь c2 тоже, кстати, отличную партию. 2805. Это вообще как воспринималось? Нет, Вы как это воспринимаете? как-то, не знаю, Естественно, да? карта идет, все. Причем 2805 на фоне того, что в категории 2700 был один человек. Карпов. Просто там следующий человек там был почти на 100 единиц меньше, а дальше основная масса там единиц на 200 меньше была. Но я просто же там набирал в турнирах там, от плюс 5 до плюс 10. Понимаешь, вот такие результаты были. И вот тогда, когда мне Тваркович говорит, ну и что, кому это надо? Сейчас невозможно удержать этот рейтинг. Значит, потом будет проблема, потому что он будет падать. Но на самом деле я там уже поселился в этой категории. Там были, конечно, небольшие падения, но в целом я уже до конца карьеры буду в 2800. Будет один момент падения, как раз, по-моему, в 95 году. Вот будет один будет месяц, когда Крамник, мы сравняемся, но он будет как бы за счет там динамики стоять выше. У нас будет он по 27-75. Ниже 27-75 я уже не падал, в принципе. Но потом я тут же вернулся, в общем-то, в 2800, и там как бы обитал, добрался там до 2851, по-моему. Кстати, по-моему, действующий был, по-моему, даже 856 какой-то. Но вот зафиксировал. Зачем матчи с Карповым дали, видимо, такой безумный заряд, Да, наверное. Потом еще в целом как бы возраст хороший. Подготовка к матчам вообще важная была. Потом же будет такой взлет еще будет в 99 году за счет несыгранного матча Широва. То есть подготовка. И кроме того, наверное, еще какие-то моменты в карьере возрастные бывают интересные. Когда все начинает складываться. Идеальное состояние. Тогда было просто совершенно идеальное состояние. Это на фоне было кучи проблем самых разных и добавить, может, первую женитьбу совершенно очень неудачную. То есть, все личное складывалось, все при этом наперекосяк. А игра шла. Я пытаюсь всегда закономерности найти успеха шахматистов. Их, видимо, никаких не существует. Я думаю, какая может быть закономерность? То есть, если смотреть на весь, на всю периферию, по всему должно было быть хуже. А на самом деле был колоссальный творческий подъем был. А потом, значит, если возвращаясь к этим, вот этот матч-сеанс с французской сборной, первый, там, где я у Куатли выиграл, кстати, очень хорошую партию выиграл, черными, там такая неожиданная. Он шахматист, да? Куатли? Да. Гроссмейстер. Гроссмейстер, да? Куатли. Куатли Башар, да? Башар Я думал, он всегда такой... Башар Куатли гроссмейстер. Гроссмейстер, да. как там Никитин называл, гроссмейстер первого разряда. Да. Да. Тем не менее, все-таки он гроссмейстер. А с Башаром я, кстати, играл первый раз в 81 году на командном первенстве студентов. И чтобы просто понимать, что все-таки он шахматист приличный, я там набрал 9 из 10. Сделал 2 ничьи с Гросспетером и с Куатли. Так, на всякий случай, там такой Грюфельд у нас был. Просто так долго уже занимается какой-то непонятной административной шахматной работой. Да, естественно. Гроссмейстер, он тогда играл в сеансе, то есть, причем он курил сигары тогда, не знаю, сейчас, по-моему, они все уверены были, что это... это глупость, как это можно матч сыграть все-таки там. Играл Куатли, играл Шариф, играл... Рене играл, он в одном из матчей играл, после я не помню, играл в 88, я думаю, что в 88-м играл Рене играл Кох, по-моему, у них. В общем, 6 досок было. 6 досок с чередованием цветов. А я выиграл 4-2. Была хорошая партия. В Челябинском у Куатли была старандийская, очень интересная, там просто... Я там фигуру пожертвовал на ровном месте, человек коллапснул просто, когда такое увидел. А потом они захотели сыграть матч-реванш.
И, значит, уже серьезно подошли, вот тогда уже подтянули Рене, взяли даже Спасского в качестве тренера. Опа. Да, Борис Васильевич там тренировал их. Но кончилось для них еще хуже. Потому что второй матч я уже выиграл. Я думаю, 4,5-1,5 я выиграл. А там Миралес играл тоже. Разница была в классе все-таки. Да. При том, что там уже играло 2 гроссмейстера. Сейчас, представьте себе, Магнус дал сеанс сборной Франции. Ну, не знаю, что бы он там Франции набрал. там нет. Франция, ну, все-таки разница была какая-то. Вот, но... Ну, сейчас просто... Ну, не команда французская сборная сегодня еще отличалась. Конечно, конечно. Вот. Ну, что равно, сеанс... Я не уверен, что просто это нужно иметь какое-то настроение такое, потому что наверное, он по-другому мыслит вообще все. Хотя мог бы, может быть, и мог бы, но не рисковал. Я сыграл это второй сеанс. Оба в городке Иври были. Это 89-й год был. И вот мы подходим теперь как бы к 90-му году. То есть, с одной стороны, там рекорд. Это был список, это был турнир. То есть, это будет рейтинг-лист января 90-го года. Но уже все знали, как бы, что после Белграда там 9 из 11, плюс 8 я набрал. То есть я набрал, в принципе, в 2 турнирах плюс 18. Значит, я выиграл 12-14 там, и, значит, и, соответственно, 9,5 из 11 здесь. То есть, там, 21,5 из 24. Просто кто-то чтобы... такая серия была. Но к этому моменту, что важно, Карпов выиграл полуфинал Юсупа. Очень тяжелый, кстати. Артур очень хорошо играл. Имел шанс выиграть просто. Но вот не хватило чуть-чуть. Всегда ему чуть-чуть не хватало. Он хорошо подготовился. Они там подготовили систему Ласкера в ферзевом гамбите. Кстати, правильно почувствовали, что там на самом деле черные, в общем, имеют колоссальный запас прочности. И Карпов вышел вперед. Но потом Артур отыгрался хорошо и должен был 6-ю партию выиграть. Не выиграл. В общем, давил. Но в 8-й партии не справился с дебютными проблемами. Карпов выиграл хорошо, так энергично. Я как раз был в это время в Америке. Лев Альберт меня представил Теду Филлу, его ученику шахматному, мультимиллионеру из Калифорнии. И тот заинтриговался. В общем, и был заинтригован вообще матчами, все. Я его говорил, может быть, тогда заявку сделать вообще и матч провести в Америке. И вот тогда появляется американская заявка тоже. И в итоге это будет Нью-Йорк-Леон. Но Карпов выигрывает, и Тимон выиграл. Тоже, кстати, тяжелый матч. В общем, объективно успел. Кстати, мог реально проиграть. И финал там Карпов-Тимон. Но это будет уже весной следующего 90-го года. Но я в тот момент уже никаких иллюзий не питал. В общем-то, при всем уважении к Тимону мне было понятно, что, в общем, конечно, 5. Что 25. Играть будем снова с Карповым. Но в январе 90-го года там начинаются события, которые там матч с Карповым как-то двигают в сторону, потому что начинается последний этап вот этой агонии бакинской. И приходится бежать из города. Это там длинная история, я про нее много раз говорил, как бы она к шахматам прямого отношения не имеет, но мы вынуждены перемещаться. На самом деле, там впереди матч на первенство мира, а там весь образ жизни меняется кардинально. Потому что это бегство из Баку. Это, понятно, я там мог себе позволить. Я там уже было где жить в Москве, там все-таки там у жены была квартира, у нас было посредство в Азербайджане, у нас был свой номер. Кроме того, я мог себе позволить. У меня были уже по тем временам приличные деньги. Но там же расширенная семья. Мама, сестры ее, значит, там и дети. Родственники, друзья. Шакаров, между прочим, тоже как бы со семьей. А вы его забрали? Естественно, конечно. Нет, естественно, там спасались чудом все. Все эти же... то есть это вся вот... Обо всем надо думать. На самом деле. Как это все там совместить с учетом того, что вообще там шахматы еще играть надо. И матч на первенство мира впереди. Вообще вся страна же ходуном ходила. Да, ходила. Так что начинаются новые события и новый этап жизни уже. Бакинский этап заканчивается. 17 января 1990 года. Самолет зафрахтованный моими друзьями. Нас там увозят из правительства авиаотряда. 60. Там уже был риск для жизни, да? Или... То есть обстановка была ужасная? Ответ – да. Никто не может его измерить. Но ответ, конечно, был для всех риск. Я эту историю много раз там повторял. Да, был и риск. И в условиях такого тотального хаоса там все могло что угодно произойти. Мы приезжаем в Москву. Это все прибегают в Москву, получается. Это январь 90-го года. Надо начинать во многом
Жизнь заново. Ну да, жить... Ну, для меня это как бы переезд, он где-то был подсознательно готов. Все-таки Москва была столица, летали за границу только оттуда, поэтому я проводил в Москве уже достаточно времени. Но все равно как бы знал, что возвращаться можно в Баку. Баку, Забульба, сборы, ну, как, ну, все-таки... Ну, менялась страна, менялась жизнь.